Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Сразу хочу поздравить вас всех с наступившим Новым годом. И свои видео в этом году я начну, на мой взгляд, с интересного. Мне кажется, такого видео еще не было ни на каких украшательских каналах. Вообще, я считаю, что мой канал, он особенный и таких мало. Итак, я приготовила несколько таких трюков с украшениями, которые помогут вам выглядеть более современно, даже если вы надели винтажные украшения или те, которые, как многие стилисты говорят, не трендовые. Здесь не будет глупых трюков, высосанных из пальцев, типа носите брошку на рукаве там, или еще в каком-нибудь странном месте. И я бы сказала, что это даже не трюки, а просто мои заметки. Я замечаю, как носят украшения, как стилизуют украшения с одеждой в каких-то модных аккаунтах, на стрит-стайле, модные блогеры, креативные директора, производители одежды, ну и, в общем-то, все люди, которые любят украшения и которые какие-то имеют свой вес в этой модной индустрии. Свое видео я буду, как обычно, иллюстрировать фотографиями и картинками, которые она собирала в Инстаграме и Пинтересте. Ну и, как я говорю уже несколько лет, не важно, какие украшения вы носите, а важно, как вы их носите. Поэтому давайте уже начнем. Начну я с того, о чем говорят последние, наверное, лет 5 уже, в том числе и я. Это смешение стилей. Сейчас это является основой современного дизайна и в украшениях, и в одежде, и в дизайне интерьеров, в любом. И эти первые иллюстрации я показываю не как примеры, что вот так вот нужно одеваться и подбирать украшения, а для того, чтобы немножко расширить вот эти вот рамки применения украшений, рамки того, как мы привыкли эти украшения миксовать с одеждой. И чтобы понять, а что из этого всего мы можем использовать для себя, для своей такой вот повседневной жизни, я разобрала вот подобные образы на более мелкие составляющие. И первым трюком в образах с украшениями я бы назвала подбор украшений, не подходящих по стилю к одежде. Здесь я приведу вот конкретные примеры. Самый легкий способ – это взять нарядные украшения, которые раньше вы, допустим, носили или в театр, или куда-то на выход, на мероприятие, и надевать их с обычной футболкой, с джинсовой курткой, с чем-то таким простым, утилитарным, тем, что вы носите каждый день. Вот здесь, например, надето очень крупное колье в бохо-стиле, в этническом стиле, просто с юбкой, простым верхом и кроссовками. Или в этом образе к платью в цветочек, такому романтичному. На руке мы видим браслеты, как дорогие, так и простые, вот эти вот феньки, сплетенные из веревочек, которые носят подростки там, или молодежь. И, казалось бы, к такому образу они не подходят, но сейчас это вполне, как вы видите, применимо. Следующий трюк вытекает из предыдущего. Это микс винтажных и современных украшений. Я думаю, что вы знаете, сейчас люди все больше обращаются к экологическим проблемам, пытаются носить вещи по максимуму, ничего не выбрасывать. И, конечно, страсть к винтажу и страсть к таким вот каким-то старинным вещам, она возросла в разы. Комбинируйте те же самые бусы, которые могли у вас остаться от мам, бабушек, опять же с футболками. Можно надеть джинсы, жакет и
нитку длинных бус с современными сережками. Сейчас легче всего к современным украшениям добавлять подвески или кулоны. Вы можете просто брать старинные винтажные кулончики и снимать их со старых цепочек или каких-то бус и надевать на современные цепочки, даже если на ней уже есть какой-то кулон. Так даже будет смотреться лучше и моднее. Очень актуальны сейчас кольца винтажные. Их можно носить в больших количествах, даже в пределах одной руки. Надевать несколько колец очень крупных. И отсюда вытекает третий трюк. Это ношение колец на непривычных для нас пальцах. Если вы помните, то раньше такой вот крупный перстень носили в одиночестве на среднем или безымянном пальце. И к нему не рекомендовалось добавлять больше ничего. То сейчас все в точности наоборот. Мы берем много колец буквально на каждый палец, и каждая из них может быть крупная, акцентная, привлекающая внимание. Если же вы не любите много колец на одной руке, или для вас это кажется немного вульгарным или неудобным, возьмите просто небольшую печатку на мизинец, наденьте, или на указательный палец и на мизинец. То есть задействуйте вот такие вот пальцы, которые раньше, в общем-то, у нас находились без дела. Следующий трюк касается колье и браслетов. Если раньше в холодное время года, чтобы не отголять отдельные части тела, мы отказывались, например, носить те же самые браслеты, то теперь их можно с легкостью надевать поверх рукава блузки, рукава водолазки. Колье тоже можно надевать на воротничок, не только внутрь декольте. Это очень хороший способ носить любимые украшения, даже когда холодно. Ну, а особые модники большие даже надевают, как вы видите, колье и браслеты поверх рукавов жакетов. И даже я видела поверх пальто. Ну и хорошие новости есть для любителей платочков, бандан и вот этих вот аксессуаров. Их тоже легко можно встраивать в зимний гардероб, не только шарфы. Ну и как вы видите на мне, самый распространенный вот такой лайфхак или трюк — это носить маленькие платочки поверх воротника гольф. Я думаю, что водолазки носят все. Это самый удобный и очень популярный вид одежды в холодное время года. Так что давайте посмотрим еще немножко на вот этот вот аксессуар. И так как платочек можно рассматривать как один из вариантов колье, то его тоже можно повязывать прямо сверху воротничка гольф. И таким образом он будет играть ту же самую роль. Вариант, когда мы вместе с платком носим цепочки, бусы, подвески на открытой шее, я думаю, что уже известен давно. Это тоже очень красивый такой трюк, который, я надеюсь, вы уже используете. Ну и как обычно, я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Я не часто снимаю видео, так что ставьте колокольчик, чтобы их не пропускать. Всего хорошего, всем пока!